Народ, всем доброе утро! Все, у нас в Нячанге уже день. Я перемещаюсь, в новый отель. Сейчас покажу свою супер комнату. Супер маленькую комнату. Всем доброе утро. А вот и мой отель. Можете искать меня здесь. Иду на повышение. Был номер 402, сейчас 404. Но здесь живет много русских людей. Смотрите, вот здесь ребята живут, я уже с ними познакомился. Вот здесь 2 комнаты. И прошу любить и жаловать, друзья. Мои апартаменты. Трипл люкс делюкс. Смотрите, у меня даже кондиционер есть, я еще выбросил вентилятор. И видите, здесь можно ходить. Я понимаю, что, конечно, эта комната не супер, больше, чем моя прошлая. Ну, здесь хотя бы, Видите, есть столик, за которым можно посидеть. И даже окно есть. Даже 2 окна есть. Номер этот, друзья, стоит 2,5 миллиона тонгов в месяц. я понимаю, что можно снимать и за 4, и за 6, и этот номер будет комфортнее и больше. В целом, я, конечно, мог бы себе позволить на месяцок пожить бы в более комфортных условиях. Я не знаю, почему я это делаю. Может быть, от нелюбви к себе, а может быть, еще по каким-то причинам. В любом случае, дело сделано, и я уже здесь. Запомните, как эта комната выглядела до того, как я сюда въехал. И сегодня я здесь сделаю небольшой редизайн. Добавлю, как обычно, немножко светяшек. И думаю, что будет чуть-чуть поуютнее. Что, новый видос стартовал. Всем хорошего дня, друзья. Я буду потихоньку обустраиваться. И хрен его знает, что сегодня будет происходить. Как обычно, все на флоу. Бытовые дни Нячанга. Добро пожаловать в мою жизнь. Час спустя произвел небольшой апгрейд своей комнаты. Теперь это выглядит как-то вот так. Кто-то может сказать, что слишком перебор, может быть, со светом и так далее. Но мне пофигу, мне нравится. До сих пор вожу с собой вот это полотно. Очень классное. 3 светяшки, 2 розетки. Логово готово. В общем, в целом, народ, как-то так. Сейчас на улице погода немножко подиспортилась. Буквально недавно прошел дождь. Либо сейчас закончился. Погода, нестабильная. У меня тут полным ходом идет работа над новым видосом. Как вы уже поняли, я пытаюсь снимать какие-то бытовые блоги про то, как я живу и о чем я думаю. Не уверен, что мне это получается супер круто и интересно, как есть. Познаю для себя новый жанр, так сказать. Время 2 часа дня, что-то даже впадло идти куда-то на улицу. Даже завтракать сегодня не стал. Увлекся монтажом этого видоса. И плюс гром там гремит, как слышите. За сегодняшний день самое главное дело сделано. Я переехал и уже обустроил себе свое новое логово на следующий месяц. Так что, если вы находитесь в Нячанге, пишите, заходите в гости. Сейчас работать, вечерком, возможно, куда-то выберусь. А там посмотрим, как погода позволит. И настроение тоже. Так, что, у нас уже практически закат. А я только еду завтракать. Едем сейчас к знаменитой нячанской бабке под забором, потому что мы уже целую неделю не можем к ней попасть. Наверное, большая очередь. Она просто была закрыта, не получалось. Андрюха и Вика из Беларуси тоже где-то сейчас сзади едут, по идее. Очередной раз нам не удалось посетить бабку, потому что она вообще уже того. Едем в местное знаменитое бургерное. Это, кстати, северный район, который очень тихий. Здесь даже коровы гуляют. Тоже здесь очень много русских живет. Вообще в Нячанге считается, что на юге там программисты живут, там виллы подороже. На севере жилье подешевле, здесь хипаны и, много русских тоже живет. Здесь тихий район, спальный. И есть еще центр. В центре, только сумасшедшие люди живут, а Океанус — это вообще резервация. Вот, мы приехали, смотрите, это бургерная. Я помню, полгода назад в этом месте стояло всего 2 вьетнамских маленьких стула. А сейчас, тут уже просто целый ресторан. Сейчас заценимся. Hello! Ciao! Вот они, мои любимые люди. Hello! Hello! Again.
Вот последний раз, когда я снимал это место, здесь реально было просто, я не знаю, горсть хипанов здесь съела, и 2 пластиковых стула тут стояло. Просто у них расширилось меню, теперь тут есть напитки. Блюдо, самое классное, что по-прежнему стоит так же. Бургер стоит 30 донгов, буррито 55, ну, короче, сами смотрите, салат с тунцом там 60 стоит, он, кстати, офигенно выглядит. В общем, я максимально, как только мог, пиарил это место, да и вообще потом просто, когда русские тут начали собираться, оно как-то само собой завирусилось, и просто на севере стало вот известное такое место, ну, бургерное, все сюда за бургерами в основном ездят. Мы заказались, вот это Вика. Вика, кстати, работает в Нишанге на работе. Как? Сколько тебе платят? Секретная информация, нет? Да нет, не секретная. Ну, сколько? Ну, в среднем где-то $500 выходит. $500 в месяц? Да. Так это офигеть как много. Ты же, может, как королева здесь жить. И ты продавцом работаешь? Что там за... Да, продавцом-консультантом с русскими туристами работаю. Мы не работаем с Андрюхой вроде. Ты работаешь, да? Тунеядц, точно. По-белорусски это называется тунеядц. Да, ну как вот так вот получается. Я не знаю почему, но видите, в Нишанге больше работают женщины. А мужчины, как бы, мы тоже работаем. Мы работаем над собой. О, а вот еще знакомые люди. Вот это гуанские люди подъехали. Они красивые, я буду их снимать. О, здоровенько. Привет. В этом месте все свои собираются, как я и говорил. О. Ну все, Андрюха, я до тебя добрался, давай рассказывай, что ты делаешь в Нишанге? Как ты здесь давно? Что ты нашел в Нишанге вот такого, что ты здесь уже, сколько ты, полгода вы тут уже тусите? Мы больше уже. Больше? Год уже получается практически. Больше года? Что вы здесь делаете в Нишанге больше года? Почему именно Нишанг? Ну что, уютненько здесь, затягивает. А чем затягивает-то? Я понимаю, вот этих ребят, вот чем вас Нишанг затягивает? То есть у этих ребят есть ребенок, у них тут есть школа, наверное, садик там и все прочее. Им удобно. Да, А все то же тебе самое, что потому здесь? что удобно, все, что нужно, есть, все под рукой. Здесь комьюнити больше. Ну, кстати, вот это я согласен. Знаешь, я после Хаяна, когда в Нишанг приехал, я почувствовал, что в Хаяне, ну, там прям вообще пенсионеры, такой пенсионный движ. Такая размеренная, тихая. Да. Так что в Нишанге, хоть здесь и, ну, такой вайп, не знаю, много русских, и, может, тут как-то немножко побольше алкогольного движа, но все равно движа побольше. Как бы не так скучно, более энергично. Как назло, когда снимаю, бургер в 2 раза меньше, чем приносит обычно. Короче, бургер с тунцом 50 донгов, а у ребят буррито 55. 45. Это с чем, подожди, с курицей? Короче, тут, в принципе, еда вся вкусная. Относительно недорого. То есть свежий тунец, не консервированный, бургеры. Вообще делают с душой. Очередной день слит. Уже ночь. Вьетнамцы тут караоке распевают. Им вообще пофигу. Они могут и в 2, и в 3 часа ночи начинать тут устраивать. Исполнять. Я уже привык. А я тут на набережной чилю. У меня уже прям как отчет перед вами такой. Друзья, все в порядке. Жив, здоров. Самое главное, что не спился, не сторчался. У меня все хорошо. Как обычно, после заката чилю на набережной в своем воображаемом офисе. Радуюсь классной погоде. Сегодня обошлось без дождя особо такого сильного. Чисто кратковременные осадки, а так в целом классная погода, приятная даже. Но чувствуется, что становится прохладнее уже по вечерам. Отсюда очень классный вид на город. Вот с этой точки прям видно и центральная часть города, и северная часть. Конечно, кто бы что ни говорил, да и я в целом сам отзывался, что большие города не особо люблю. То есть в центре них находиться не очень. А вот где-то на окраине, наблюдая за этой всей красотой, это меня устраивает. Картинка классная. Вот такие размеренные дни, в принципе, сколько вот я здесь нахожусь, может быть, дней 5 или около того. Ну, я уже чувствую, что начинается какой-то день сурка. Хотя в целом каждый день происходит, что-то новое, я вот переезжаю и так далее. Ну, в общем и целом, однотипная городская нишанговская жизнь. Сейчас обустроюсь, я хотя бы в коем-то веке разложил свои вещи, потому что когда я
жил в отелях там по 3-4 дня, я даже рюкзак свой не раскладывал, реально, даже вещи не доставал. А сейчас я хотя бы прям вещи разложил, там какие-то гирляндочки развесил, полотна. Короче, прям вернулось вот это вот ощущение, знаете, когда заземляешься чуть-чуть. Я не знаю, хорошо это или плохо, но постараюсь не заземляться прям уж совсем капитально и, может, куда-то выбраться, съездить на какие-нибудь водопады. И, короче, нужно устроить себе какой-то день активностей. Сходить в джунгли, что ли, или что-то типа того. Пока не знаю, как себя заставить это сделать. Мы вроде как каждый день там с Андрюхой встречаемся и такие: да, надо куда-то сгонять, надо куда-то сгонять. Ну ладно, завтра посмотрим. Все, завтра настало, бам-бам, все, закат, и вот уже ночь как бы. Блин, так и вся жизнь пройти может. Все, остаюсь на связи. Спасибо, что смотрите. Посмотрим, что будет завтра происходить. Пока как-то так. Друзья, хотел вам показать, это просто дурдом. Вот я не знаю, оцените, вот скажите, что это такое? Короче, на сцене две женщины, разряженные в какие-то цветастые, золотистые платья, устраивают какой-то, я не знаю, вьетнамский фристайл. Я даже не знаю, как это назвать. Они собирают денежки, то есть им подносят деньги, и, я так понимаю, это заказ песни или что. Ну, в общем, сейчас они начнут, вы сами все увидите. Вот она начинает. Что это такое? Мы тут с Андрюхой сидели, наверное, минут 40 просто, они не затыкаются. Ребят, кто знает, что это такое? Это аукцион какой-то, или это какая-то вьетнамская мантра? Ну, короче, через полчаса у меня уже кукуха начала плыть от этих песен. Очень странное дерьмо. Так, прошло 3 дня. Что-то погода у нас резко ухудшилась. Короче, на улице особо делать нечего. Да, в такую погоду хочется только дома чилить и смотреть мультики, чем, собственно, я и еду сейчас заниматься. Да, погода, конечно, просто мрак. Не, я вообще не против, на самом деле, даже если неделю будет лить дождь. Меня хлебом не корми, дай просто дома посидеть. Фу, да, монсун. Итак, мой сегодняшний ужин. Крекер Риц, бомж-пакет и мультик. Кстати, прикольный мультик «Корпорация заговора», если кто не смотрел. Гляньте, очень прикольная интерпретация мирового правительства. Всем приятного аппетита. Ох, очередной человый день. Блин, обожаю, конечно, смотреть на этот Нячанг со стороны. Гляньте, как красиво. Такой прям футуристичный город будущего. Нячанжелес. Просто решил выйти в эфир, чтобы сказать вам, что в моей жизни в последнее время ничего интересного не происходит. Снимать пытаюсь бытовые моменты. Особо не очень-то у меня это получается, но как будто бы я начал вести какой-то дневник своих странных депрессивных состояний. Иногда встречаюсь с друзьями, вообще сейчас по минимуму с кем-то общаюсь, в основном с Андрюхой из Беларуси пересекаюсь. Бывает вот так вот выйдем, просто тусим здесь, сидим, про крипту болтаем, про то, про сё. Так особо практически ни с кем не вижусь. Снова начинаю чувствовать в себе какие-то антисоциальные настроения. Начал ловить себе на мысли, что после того, как я просыпаюсь, режим сбился очень жестко. Ложусь где-то в 7-8 утра, проснуться могу в 4, в 5 вечера, практически к закату. Начинаю ловить такие состояния, что ничего особо не хочется делать, хотя дома я даже занимаюсь крафтом чуть-чуть, продолжаю делать украшения. Очень медленно все это продвигается. Ну, в целом, да, жизнь идет. Не знаю пока, что хочется. С одной стороны, хочется куда-то вырваться, поехать, опять окунуться в этот тревел. С другой стороны, хочется дать организму отдохнуть, подышать просто спокойно, поспать побольше, поесть получше и никуда не бежать. Как-то так. Чё, на связи. Утро доброе. Ох, что там происходит? Как обычно, уже закат случился. Короче, народ, жесть. Вот это была ночь. Сейчас буду рассказывать. Да. Ладно, погнали.
Ну чё, с чего бы начать? Короче, это касаемо крипты. Кто торгует, те в курсе, что сегодня ночью... По этому видео вы, кстати, можете понять, насколько по хронологии отстает вообще все видосы на моем YouTube-канале. Но ничего, я скоро догоню. В общем, все это касается крипты, как я уже и говорил. И сразу начну с того, что меня сегодня ликвидировало. Ликвидация. Ну, короче говоря, я потерял все, что у меня было. Так же, как и половина всего мира. Реально. Сегодня ночью произошел такой коллапс, друзья. Я все это переживал. Все, кто стоял в лонгах, всем сочувствую. Все, у кого были открыты шорты, всех поздравляю, потому что эти люди стали неприлично богаты. Кстати говоря, на минуточку, я был в одном шаге от того, чтобы стать достаточно богатым человеком, но не повезло. Ну, не в этот раз. Короче говоря, все это немножко похоже на какую-то рулетку, либо вверх, либо вниз. Рынок состоит всего лишь из двух факторов. Это страх и жадность. Ну и сегодня ночью был жесткий страх. Короче, произошло такое лютое падение. Все из-за новостей там про китайские пошлины. Не знаю, зачем я все это вам рассказываю. Ну, в общем говоря, было такое количество ликвидаций. Это, по-моему, рекордное в мире вообще произошло количество ликвидаций. Было жестко. Многие потеряли деньги, многие заработали бабла. Я, к сожалению, бабки потерял, поэтому... Что я вообще хотел сказать? Деньги, друзья, это все тлен. Знаете, и когда я потерял эти деньги, я уже не первый раз теряю деньги. Они, собственно, как ко мне приходят, так от меня и уходят. Ну, никогда у меня пока в жизни не получалось заработать нормальную сумму денег. Так уж как-то сложилось, как бы я ни старался. Но самое главное, что я не буду прекращать свои попытки на пути к богатству. И когда-нибудь у меня, наверное, получится. Сразу хотел поблагодарить тех, кто донатил мне криптой. Как раз-таки те люди, которые донатили мне криптой, они, можно сказать, и давали мне инициацию вообще во все эти фьючерсные и спотовые торги. Ну и, собственно, давали мне шанс вообще заниматься торговлей на рынке криптовалюты. Короче, вот такая вот жесткая история. Что поделать? Не знаю. Углубляться, конечно, я сильно не хочу в какие-то эмоции. Могу сказать одно. Пофигу вообще. Вот реально. Мне даже как-то стало легче, когда у меня исчезли эти деньги. Хоть их было и не так уж и много. Ну, реально как-то почувствовал такой... Ну и ладно. Ну и хрен бы с ним. Попытка была. Я был близок. Но не получилось. С кем не бывает. Короче, поздравляю шортистов. И поеду сейчас еще к одному криптоинвестору. С Андрюхой встречаемся, кофейку хотим попить. Он, кстати, тоже торгует, у него тоже там какие-то депы есть и так далее. Сейчас заодно узнаю, что у него там за ситуация. А так-то вообще, народ, мы сегодня собирались на рыбалку. Представляете, мы только вчера говорили о том, что вот эта вся крипта, вот эта вся торговля, вот эта вся херня жестко высасывает энергию из человека. И я прям чувствую. Мне не хочется вставать, мне не хочется ничего делать. У меня просто low energy, я не знаю, нужно себя постоянно раскачивать. И вот это все из-за вот этого пяления на графике, из-за вот этого вот фокусирования в рыночной среде, это реально просто высасывает всю энергию. И мы говорили вчера о том, что нам нужен ретрит, нам нужно с Андрюхой освободиться от вот этого вот просто смотрения на графики и, ну, сделать что-нибудь. И подумали, надо сходить на рыбалку. Вот сегодня собрались порыбачить, ну, где-нибудь здесь, неподалеку. И вот как только мы собрались это сделать, все, на, конец, получай, Гринч. Как обычно, короче говоря. Давайте, всем хорошего дня. Вот он, наш главный криптобатюшка. Ну что, рассказывай, как дела на крипторынке? Я уже немножко рассказал про свои дела. Ну, у меня, в принципе, ничего такого страшного не случилось. Я расстроен тем, что, короче, я проспал. Я хотел докупиться, я знал, что будет слив. У меня стояли лимитки, которые я, буквально, не знаю, 2 дня назад я их убрал, потому что мне маржи не хватало на фьючерсах. ЦРВ, Атом, Суши, стояли лимитки в самом низу, под самым вообще там минус 50%. Короче, я все проебал. вот это основная проблема просто. Есть люди делятся на два типа. Я всю ночь смотрел на это полное криптопадение и ничего не мог с этим поделать. Ну, потому что меня моментально ликвидировало, то есть у меня вообще не было никаких денег, чтобы даже купиться. И я там что-то на $20, короче, успел купиться и сделал с этого 600% сразу же, моментально. Ну, то есть, представляете, да, что бы было бы, если бы можно было купить чуть побольше. Если бы я закупился. Андрюха вообще просто спал, то же самое, как бы. Если бы он в это время не спал и, ну, как бы был в рынке, естественно, тоже мог бы стать неприлично богатым. Условно, с депозитом $1000 даже можно было стать нормально богаче за одну ночь.
На десятку точно. Ну да. Короче говоря, чё, я не знаю. Будем зарабатывать деньги снова. Я не знаю. Не, я не сдамся. Ну, блин, реально вот просто вот в одном миллиметрике просто от того, чтобы, блядь, настроение просто возвысилось до небес, и мы бы стали чуть-чуть богаче, чуть-чуть нам бы стало проще жить. Но в следующий раз, по ходу дела. Повезет. Надеяться, что сейчас это все выкупит и наконец-то начнется какая-то движуха вверх. Ну, мы всегда надеемся. У нас в криптовалюте, друзья, есть только вера, надежда и график. Правды там нет. Вот. Короче, попускаемся кофе. Сегодня стрессовый день с шоколадным тортиком, так сказать. Заслужили, наторговали. Ну, а что вы хотели? Рынок не щадит никого. Так, я уже думаю, сейчас собираем манатки, удочка, котелок, баллон. Короче, на рыбалку едем. Блин, мы те еще рыбаки, конечно, я не знаю, вряд ли мы что-то поймаем, но как бы смысл не в улове, как говорится, а в процессе. Сидели сейчас с Андрюхой, просто про крипту болтали, обсуждали вообще все вот эти потери, выигрыши, проигрыши. Короче, да, такая вся эта инвестиционная история, конечно, не для всех. Многие, наверное, в комментариях там напишут, что крипта это скам или еще что-нибудь. Но по факту, друзья, это просто способ заработать деньги или потерять деньги. Точно так же можно любыми другими способами от денег избавиться или их получить. В любом случае, это классный опыт. Благодарю еще раз тех, кто меня поддерживал и давал мне возможность вообще во всем этом участвовать. Хоть эта тема погоня за быстрым дофаминчиком, на графике вот так выиграть, проиграть. То есть от этого некая зависимость, но все равно удовольствие так или иначе мне это приносило, хоть и с потерями. Главное, не забывайте, народ, инвестиции в криптовалюту могут нести риски. Так что торговать это, конечно, хорошо, но лучше просто сходите на рыбалку, получите намного больше удовольствия и вряд ли что-то потеряете. Ну, если только рыбу. Ну-ка покажешь. Мы, короче, взяли приманку с Андрюхой. Креветочки. 55 донгов у нас сегодня вложение на нашу рыбалку. Смотри, это выгоднее, чем торговля на криптовалюте. Теряем всего 50 донгов, а не все. Чем мы закупились? Сколько у нас? 70 донгов получился закуп. Водичка, креветки и булочка. В Океанусе закупаемся, друзья. Поближе, так сказать, к родным звукам. Прикиньте, в фестивале там реклама на русском уже. Обалдеть. Здесь суши готовят. Так, что, может, приехали? Хрен знает. Пойдем куда-то вот туда на камни. Находимся неподалеку от севера. Ну что, мы раскладываемся. Андрюха собирает снасти, а я ем бургер. Здесь уже кто-то рыбачит. Видите палку? Вот эту хрень я собирал еще в Гоа. Реально, я вожу с собой вот эту штуку уже сколько? Года, наверное, 2 или около того. Спустя 2 года настало время ее испытать. Искусственных червей насадил силиконовых. И вот сюда сейчас внутрь креветку засуну. И попробуем ее позакидывать. Просто без поплавка. Меня как-то на море какой-то чувак учил, как рыбачить. Говорит, просто закидываешь на дно. И все. И там какая-нибудь хрень подбирает. Сейчас посмотрим. Андрюха закидывает на блесну. Уже креветка. Уже креветку. У нас тут первая рыба. Поздравляем Андрюху, поймал какого-то... На окуня похож. Похож... А, это морской ёрш. Морской ёрш. Блин, заглотил, трындец. Офигеть, это на что, на креветку? Да. Нормально. О, смотрите, так это можно, такую уже мы сами хавать можем. Продолжаем. А я еще пока даже удочку не собрал. Итак, рыбацкие новости продолжаются. У меня сломалась удочка. Просто отломалась. Первое колено. Рыбы больше никакой не поймано. Пока что. Кто-то там как будто бы клюет, но по факту ничего нет. Зато луна красивая. В общем, сейчас еще попробуем чуть-чуть покидать. Так, ну что, мы тут 3 часа прорыбачили. Андрюха поймал одну рыбку. А что, ты с собой домой пойдешь? Будешь готовить ее, Ну, жарить? что, выбрасывать, что ли? Ну что, пожарить будешь реально?
Что-нибудь сделаю. Может, креветки лучше заберешь, пожаришь. Короче, я поймал тоже монстра морского, называется коралл. Вообще кораллы вроде как запрещено забирать, но я его поймал, так что это моя добыча, поэтому забираю с собой. Что, пойдем перемещаться сейчас дальше, куда вон туда попробуем переместиться или вон туда. Но здесь везде мелко, поэтому, короче, сложно здесь рыбачить. Я почти все крючки оставил внутри, и сами видели, тут кораллы, поэтому цепляется все за эти кораллы. Так, мы уже в новом месте, меняем дислокацию, приехали на север. Вот тут какая-то заброшка. Кстати, на удивление, в Нишанге я ни разу не видел бомжей, которые, знаешь, спят на улице. Встречал таких? Видел? Конечно. Прям бомжей на улице? Да, полно. Где Один полно? возле Монмилка постоянно тусуется. Один, полно. Два. А А русских бомжей видел? Русских? Блин, да тут каждый второй на бомжах. Ну, короче, все равно тут мало их, реально. Я вот за прошлые полгода, когда тут жил в Океанусе, одну бабушку видел на тележке, которая ездит. Не то чтобы много. Так, короче, место номер 2. Вообще сомнительные все эти места. Ну, тут прям бомжатничек такой конкретный. Какая-то кровать чья-то валяется. А тут рыбаки паркуют свои лодки круглые. Будем сейчас здесь пробовать. Я не знаю, если честно, бро, как мы здесь будем ловить. Мне кажется, здесь нет особо глубины. Так, раз-раз, время 2 часа ночи. Все, Андрюха сливается. Что, много нарыбачил? Одну рыбку поймал. Я пока еще остаюсь здесь. Да, друзья, забавный сегодня денек вышел, ночка. Ох, информационный детокс, так сказать. Не смотрели на графики, не сидели в соцсетях. Чисто на рыбалочке, на природе. О всяком поболтали, многое обсудили. Короче, реально мозг немножко отдохнул, перезагрузился. Кайф. Короче, как обычно, я думал, что я отсюда буду потихонечку сруливать в час ночи. Сейчас время 4 часа ночи. Уже Вьетнам потихоньку начинает просыпаться. Время просто незаметно пролетело. 3 часа кряду просто болтал с друзьями. Короче, что я хотел сказать-то вообще? Блин, я сбиваюсь. Это такое странное вообще ведение блога. То есть раньше я так не снимал. Какими-то кусочками, обрывками я просто забываю, что я там говорил в начале и к чему я вообще вел. Но пофигу. Короче, каждый раз у меня, походу, будет какая-то новая философия. В общем, сейчас, в данный момент, просто хотел какую-то мысль передать, о чем мы вот говорили. Короче, основная тема, о чем я сейчас говорил с своими друзьями, заключалась в том, что у людей, ну, у нас вообще в целом, какая-то, знаете, есть проблема в том, чтобы вот просто банально раскрываться, открываться этому миру. Ну, как бы, чтобы ничего не утаивать, чтобы вот перед другими людьми вот как вот вообще вот как есть, вот так и показываться, понимаете? Не строить из себя ничего не выдумывать, вот просто выйти и сказать, вот я вот такой вот, да, все, примите меня, пожалуйста, уже наконец-таки таким, какой я есть. И чтобы это сделать, чтобы у нас не вызывало это чувство стыда, потому что у многих людей, я заметил, эта проблема, она присутствует, и у меня в том числе. Ну, то есть, социальная вот эта хрень, блин, которая постоянно сверлит. Я постоянно думаю о том, что подумают люди, если я вот это, а что подумают люди, если я вот то. А по факту мы-то все с вами понимаем, реально все понимают это, что всем на всех похрену. И самое вот это парадокс. То есть мы все понимаем, что нам всем друг на друга посрать, но мы все равно не можем себе позволить открыто вот выйти просто на публику и открыто начать проявляться этому миру. Почему? Почему? Вот это вот главный вопрос. И я до сих пор не могу разгадать, то есть где вот этот корень зла таится, который людям не дает вот себя раскрыть, не дает свои таланты миру показать, не дает просто выйти и сказать, вот он, я здесь стою перед вами, посмотрите на меня, рассказать себе что-то, показать свои таланты, навыки там и так далее. То есть просто заявить о себе, что, блин, я не NPC, я как бы настоящий игрок, давайте играть что ли уже, давайте как-то коннектиться, давайте там коллаборироваться, давайте вместе какие-то проекты собирать.
То есть не быть отстраненным, да, вот это замкнутым в своем собственном мирке, эгоистом. Просто вот открыть свою душу, да, для всего мира. И чтобы хочется, чтобы все вот люди, они также как бы были открыты друг к другу. И тогда вот этот вот барьер бы социальный, да, вот это вот то, что люди подумают, он бы просто испарился куда-то. И представляете, какие люди бы были? Блин, офигеть. Мне кажется, что просто в этот момент, вот если бы все начали себя так вести, что в этот момент просто этот мир превратился бы в какой-то театр настоящий. Все бы начали петь, танцевать, рисовать картины, играть, проявляться, общаться друг с другом. Но, блин, этого не происходит, и вот это немного огорчает. Почему мы этого не делаем? Почему мы все равно замыкаемся в себе, и почему мы не можем себе позволить быть такими классными и такими талантливыми людьми? Когда-нибудь я разгадаю эту тайну. Короче, что, всем доброе утро. Так, немножко просто через коллективное, бессознательное поделился с вами вот такими мыслями. Пойду я, наверное, отдыхать. Утро вечера мудренее, как говорится. Рассвет, наверное, снимать не буду, потому что иначе... У меня и так график, конечно, друзья, превратился хрен знает во что. Я просто уже ложусь в 6, в 7 утра иногда бывает засыпаю и просыпаюсь там часов, наверное, в 4-5. Да, как-то так. Да, в общем, спасибо, что послушали. Друзья, напишите, пожалуйста, свои мысли. Вот у вас вообще есть такое ощущение где-то в глубине души? Вы чувствуете что-нибудь такое? Ну, вот это давление, вот это социальное какое-то системное влияние, которое не дает нам истинного развития, которое не дает вот тому, что внутри нас, вот этому искусству вырваться наружу и начать творить и проявляться. Или я просто какой-то бред несу. Короче, я не знаю, в любом случае будет интересно почитать. Все, давайте. Всем доброе утро, доброй ночи. Как обычно, если что-то интересное будет происходить, буду продолжать снимать. А так, очередной день подошел к концу. Сегодня, кстати, классное звездное небо. Как-то так, друзья, как-то так.